Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшую пиццу без замеса теста. Все очень быстро и просто. Тесто получается такое пышное, воздушное. Можно сказать, что это пицца фокачча. С начинками можно экспериментировать. Приготовьте такую пиццу дома, и я уверена, вы больше не будете ее заказывать в пиццерии. Вот так тянется сыр. Воздушное, пышное тесто получается. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. В теплой воде, температура которой примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю сахар, добавляю дрожжи и хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом постоять примерно минут на 5. В миску просеиваю муку. Добавляю соль и перемешиваю. Это тесто очень простое, его даже не надо вымешивать руками, просто все хорошо тщательно перемешать лопаткой. Вливаю в муку дрожжи. Также сразу добавляю растительное масло. Я использую оливковое рафинированное. И все перемешиваю лопаткой. Сейчас надо добиться того, чтобы вся мука смочилась водой. Вот такая сейчас получается консистенция теста. Оно липкое, но неоднородное. Как я уже сказала, ничего слишком сильно вымешивать не надо. Просто тесто сейчас подбираю со стенок. Закрываю миску пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на расстойке примерно на 30-40 минут. Посмотрите, как уже великолепно, буквально за 40 минут у меня подошло тесто. Сейчас руки я смачиваю водой. И вот таким образом, подбирая тесто, его вытягиваю. Снова смачиваю водой, вытягиваю. Делаем такую обминку. Снова закрываю миску пленкой и отправляю на расстойку теперь уже на 1,5 часа. Тесто у меня вот так великолепно подошло. Аккуратно снимаю пленку. Как видите, тесто немного прилипло к пленке. Настолько оно выросло. Стараемся это делать аккуратно, чтобы сохранить пузырьки воздуха. Тесто сейчас слишком сильно я ничего не приминаю. Вообще этот рецепт теста очень похож на рецепт теста для чиабатты. Очень много пузырьков воздуха. Формовать пиццу я буду на манке. У меня вот такая мелкая манка. Можно, конечно, формовать на обычной муке. Высыпаю манку на стол и теперь выкладываю сюда тесто. Сверху также немного манки и разделю его примерно на 2 части. Теперь мне понадобится 2 куска пергаментной бумаги. Переношу тесто на бумагу. Вот таким образом его слегка растягиваю. Стараемся тесто слишком сильно не приминать, чтобы в нем сохранились пузырьки воздуха. Отодвигаю эту пергаментную бумагу и на вторую переношу второй кусок теста. Чтобы тесто слишком сильно не прилипало к рукам, я смазываю их растительным маслом. И вот таким образом растягиваю тесто. Для этого рецепта совсем не обязательно, чтобы лепешки получались такими ровными, круглыми. Просто формуйте их так, как вам нравится. Я делаю такой слегка удлиненной формы. Как видите, размер лепешек у меня получается довольно большой. Если вы хотите, можно из этого теста сделать 3 лепешки. Будет 3 пиццы. Теперь я накрываю сверху все полотенцем и оставляю на расстойке еще на полчаса. Подготовлю для моей пиццы соус. У меня здесь томаты в собственном соку. Они уже порезанные. Перекладываю их в миску. Если надо, можно их еще немного размять ложкой. Но вот такие кусочки меня вполне устраивают. По вкусу добавляю соль, черный перец. И также я добавляю сушеный чеснок и орегано. Перемешиваю. Обязательно пробую на вкус. Добавляю еще чайную ложку сахара для баланса вкуса. И наливаю оливковое масло. Примерно 1 столовую ложку. Перемешиваю. Также сюда можно порвать несколько листиков свежего базилика. Можно добавить и сушеный базилик. Соус для пиццы готов. Обязательно попробуйте его на вкус. И также для рецепта я подготовлю сыр. Конечно, количество сыра вы определяете сами. Сколько хотите, столько и добавляйте. Я использую твердый сыр моцарелла и мягкий.
Порежу их на кусочки. Не надо слишком мелко. Можно сыр даже порвать руками, как вам больше нравится. Видите, такой мягкий, замечательный сыр. Я режу вот такими квадратиками. Безусловно, начинка для пиццы может быть любая. Какую вы хотите, такую и используйте. Можно ее готовить с колбасой, с ветчиной. В общем, действуйте по своему вкусу. Я уверена, что вы найдете, что положить в свою пиццу. И режу твердый сыр моцарелла. Также режу кубиками. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно сейчас такое пышное, воздушное. Один кусочек теста я пока еще накрываю снова полотенцем и отставляю в сторону. Этот кусок теста я еще немного раскрою. Пальцы окунаю в масло. Оставляю вот такие пышные бортики. Ничего слишком сильно не приминаю. Тесто здесь такое нежное, что его предварительно надо сначала отправить в духовку и только потом сверху на него выкладывать начинку. Я его сейчас перетаскиваю на решетку вместе с пергаментной бумагой и отправляю в хорошо разогретую до 250 градусов духовку примерно на 5 минут. Решетку я ставлю на самый нижний уровень. Мне надо, чтобы тесто хорошо схватилось снизу, а сверху оно должно оставаться светлым. Подготавливаю второй кусочек теста. Точно так же пальцы окунаю в масло и немного растягиваю тесто. Можно сказать, что мы готовим сейчас такую пиццу фокаччу, то есть тесто пышное, воздушное, с пузырьками воздуха, а начинка как у пиццы. Первую лепешку для пиццы я достала из духовки. Как видите, у нее вот так уже уверенно подрумянилось донышко. И только сейчас сюда можно выкладывать начинку. Сверху тесто остается светлым. И видите, какое воздушное тесто. Великолепно. Пока я буду формовать первую пиццу, вторую отправляю также в духовку на нижний уровень. Безусловно, начинка для пиццы может быть любая, какая вам нравится. Как говорится, все, что есть в холодильнике, все можно использовать для пиццы. Я выкладываю соус, и я сейчас уже не боюсь, что у меня не пропечется тесто, потому что оно уже снизу хорошо схватилось и даже подрумянилось. Теперь листики базилика и сыр. Первая у меня будет пицца маргарита. Только соус, базилик и сыр. Я сначала выкладываю мягкую моцареллу и теперь моцареллу твердую. Как видите, они даже отличаются по цвету. Мягкая она белая, а твердая желтенькая. И сверху добавлю еще немного тертого пармезана. Буквально 1 столовую ложку. И эту пиццу я отправляю в духовку, только ставлю ее уже на верхний уровень. И сейчас пиццу я пеку при температуре 250 градусов еще минут 10, чтобы сверху расплавился сыр и бока пиццы хорошо подрумянились. И теперь формую вторую пиццу. Она также снизу уже вот так подрумянилась. На эту пиццу соуса я много добавлять не буду, просто вот таким образом его выкладываю, чтобы добавить сочности. Также я буду использовать вяленые томаты. У меня здесь томаты домашнего приготовления. Я их просто выкладываю сверху. Как видите, они здесь у меня есть такие крупненькие, я их разрываю. Они такие ароматные, с чесноком. Я, кстати, этот чеснок тоже выкладываю. Красота. Аромат такой. Кстати, как сделать такие томаты дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Это очень просто, а получается такая великолепная закуска. Добавляю и оливковое масло, которое я взяла с томатов. Также я буду использовать немного соуса песто с базиликом. Аромат потрясающий. Также добавлю немного салями, буквально пару кусочков. И, конечно, снова сыр. Также добавлю еще пару листиков базилика. Они не помешают. Вот такая вторая пицца получается. Также отправляю ее в духовку. Сейчас в духовке я включила режим конвекция. Если нет такого режима, просто выпекайте потом по очереди. Достаю первую пиццу, а вторую переставляю вверх. Посмотрите только на эту красоту. Какие хрустящие краешки теста. И какая эта пицца ароматная. Вторая пицца также уже готова. Великолепно. Ну и, конечно, сразу горячие пиццы подаем к столу. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.